Привет, меня зовут Катя. Это будет просто такое видео, мое размышление о том, на тему, на каком этапе я сейчас нахожусь и что я хочу вообще от жизни и что кардинально, наверное, изменило мою жизнь. Потому что я жила, наверное, такую паразитическую жизнь, где это моя рутина, наверное, мой день, в принципе, не отличался от другого. Я просто просыпалась, начинала сразу же утро с телефона, смотрела бесконечно просто ленту социальных сетей, просто куча всякого контента, который не нес никакой пользы, никакого смысла для меня. Просматривала каждый час новости. У меня был стресс, у меня была тревожность, у меня было чувство собственной неполноценности, неуверенность в себе, и я жила в таком диссонансе с миром. И у меня были плохие отношения с близкими людьми, я постоянно находилась в конфликте, находилась в какой-то внутренней обиде, вот, и я чувствовала, что я не иду ни к какому развитию, что моя жизнь вообще не меняется, но при этом в мыслях, в голове у меня столько было много идей, как я могу изменить свою жизнь. Я много смотрела мотивационных видео, но при этом я ничего не делала. И в какой-то момент мне просто стало омерзительно от своей жизни. Я поняла, что моя жизнь проходит в телефоне, и я так не хочу. И просто удалила все приложения, отказалась от соцсетей на месяц и уволилась, уехала к родителям. Сначала я жила в Сочи, потом я уехала к родителям на деньги, которые я накопила в Сочи. Я жила, если что. Вот. И там я вообще находилась в гармонии с природой, работала над своим состоянием, над своими мыслями и делала медитацию. И вот это то, что изменило кардинально мою жизнь, прям дало толчок, потому что как только я отказалась от соцсетей, у меня столько времени появилось, и я заполнила вот это день нужными для себя действиями. То есть я начала учить английский, у меня повысилась моя концентрация, я спокойно могу выполнять одно действие, при этом не отвлекаясь ни на что. Я также поняла лучше себя, свои интересы, и вот это ощущение, что ты знаешь, что тебе искренне интересно, и ты делаешь на это акцент, и я понимаю, что я на этом, никак не заработаю, я никак не смогу, не знаю, это транслировать, это особо никому не интересно, но я просто получаю от этого кайф, и это меня мотивирует от того, что я имею знания, например, в этой сфере. Это, если что, в древней цивилизации, типа археология и так далее. Кстати, может, я буду поступать на такую специальность. Вот. И вот это все меня стимулирует идти дальше. Но больше, мне кажется, я просто вошла в вот это состояние изобилия, в гармонию вместе с миром, и это меня направляет. И вот знаете, когда я вошла в вот это состояние, в состояние изобилия, какой-то благодарности, гармонии с собой, с миром, все стало так, как будто все стало по полочкам. Я стала правильно питаться, хотя я не ставила перед собой цели. То есть я меньше хочу сейчас, в принципе, сладкое, хотя я раньше была сладкоежка. Я избирательна в том, что я смотрю. Я стараюсь правильно распределять свое время, свое внимание. И я чувствую, что реально моя жизнь меняется. Я забыла, что я хотела сказать. И сейчас я делаю... Во-первых, мой фокус стал прям такой чистым, можно так сказать. Я четко понимаю, на что мне нужно сделать акцент. Я сейчас делаю акцент на свои профессиональные навыки, на финансовую грамотность, на духовное состояние и я уже забыла, что хотела сказать, на свою память и на свою речь, потому что я понимаю, что в этом плане я очень сильно
просела из-за того, что я смотрела долгое время бессмысленный тупой контент и отупела от этого. Вот. И над этим я сейчас работаю. И мне кажется, вот если я буду от того, что вы читаете много книг, особого толка никакого не будет. То есть это особо не повлияет на вашу память и на вашу речь. Нужно выполнять именно упражнения, нужно тренировать свою память. Я сейчас, если я посмотрела или прочитала какой-то контент, не контент, прочитала, если какую-то книгу или посмотрела какую-то лекцию, то я стараюсь это пересказать своими словами сама себе или, например, кому-то, да, своим близким людям, если им это интересно. Вот, и если я понимаю, что я не могу пересказать это своими словами, я понимаю, что значит я не запомнила это, и по-новому идусь по этой теме. Вот, также речь я стараюсь работать над своим словарным запасом. Я читаю книгу, выписываю слова, пытаюсь пополнить свой словарный запас, скажем так. Работаю над своей дикцией, потому что с детства я страдаю дислексией, вот, и раньше это было на самом деле все гораздо хуже. Каким-то образом меня родители особо не водили к логопеду, и я понимала, что у меня реально какие-то проблемы с речью, и старалась как-то сама это исправить. В плане родителей тоже, знаете, хочу сейчас сказать, я как вначале говорила про конфликты с близкими людьми, и какая-то обида была, но это все ушло после того, как я просто начала работать над собой, над тем, что у меня внутри. Вот, над своими мыслями. И сейчас я понимаю, что не нужно конфликтовать с родителями, пытаться их как-то исправить, если они особо не хотят вас слышать. Вот. И я понимаю, что есть разные ситуации у людей, где там с родителями лучше вообще никак не общаться. Есть такие случаи, но у меня родители хорошие, я их люблю, но со многими взглядами мы просто с ними отличаемся, вот, и в плане общения тоже можем отличаться с ними, потому что они могут сказать что-то и не задумываться о том, что это как-то может обидеть человека, и раньше я это все воспринимала близко к сердцу, прям супер на свой счет. Сейчас я как-то их разделяю, я понимаю, что они такие люди в силу своего развития, воспитания, вот, в силу каких-то своих уже просто выработанного поведения. И слышать они, наверное, меня особо не хотят, и тратить свою энергию я не хочу. Я хочу просто накапливать свою энергию. Я с ними общаюсь просто потому, что я их люблю, ценю, но не пытаюсь их исправить. Если я вижу, что они готовы там меня услышать, то я им могу что-то там сказать спокойным тоном. Но мне кажется, сейчас у нас вообще конфликты снизились, потому что я не пытаюсь им навязать какое-то свое мнение, как это было раньше, избегаю темы, где я понимаю, что у нас может возникнуть конфликт, вот, и просто общаюсь из состояния любви, скажем так. Вот так вот. И также, наверное, я не пытаюсь попросить у них, не знаю, какое-то извинение, объяснение, не пытаюсь проанализировать какое-то свое детство в плане того, что они сделали не так, вот, потому что это просто пустая трата на самом деле энергии, не важно, что уже было в прошлом, важно, что есть сейчас,
и я уже взрослый человек, и глупо обижаться на родителей, что было там и тогда. Те, кто, возможно, изучает и погружен в психологию, могут со мной не согласиться. И они имеют на это полное право, потому что я также считаю, что в каких-то случаях психология нужна, и в каких-то ситуациях реально нужно проработать свои внутренние какие-то барьеры, которые у тебя были в детстве, какие-то травмы, скажем так, с детства, для того, чтобы перейти на следующий шаг, отпустить. Вот. Но у меня такого ничего жесткого в детстве не происходило, и чтобы требовалось прям какой-то помощи от психолога, тут просто нужно, в моем случае, я считаю, отпустить, не пытаться, не думать, не жить в прошлом, жить здесь и сейчас и исправлять то, что находится в этом моменте. Долго я затянула эту тему, простите, если медленно говорю. Вот, и сейчас какие у меня планы? Работать, откладывать деньги на подушку безопасности, на путешествия, работать над собой, гулять, много дышать свежим воздухом, читать, изучать то, что мне действительно интересно, довериться себе, Вселенной и просто идти дальше, скажем так. Вот так вот.